Древняя Греция– родина философии, демократии, театра, Олимпийских игр, врачевания, точных наук. Огромен вклад античной Греции в мировую архитектуру, поэзию, скульптуру. Культура древней Эллады развивалась тысячелетиями, ее считают началом современной европейской цивилизации. От времен расцвета древнегреческой культуры нас отделяют 2500 тысяч лет. Но сила античного искусства, история и быт древних греков оказались вечными, заставляя современников познавать тайны греческой цивилизации. Археологические раскопки дают нам представление о том, как выглядели древнегреческие жилища и о жизни эллинов. Быт древних греков был прост. Дома строились из глины и из кирпича сырца, поэтому они быстро ломались и также быстро восстанавливались. Дома были одноэтажные, глухой стеной выходили на улицу, а окна были обращены во двор, стекол не было, только ставни. Внутри дом четко разделялся на два половины – мужскую и женскую. В центре дома располагался двор, предназначенный для отдыха домочадцев. Самой красивой комнатой в доме была столовая, где древние эллины принимали гостей на симпосии, веселые пирушки. Из мебели были столы трапезия, сундуки для одежды, стулья и сиденья апоклинтры для возлежания на симпосиях. Улицы были кривые и такие узкие, что, открывая дверь, можно было ударить ей прохожего. Не было никакой планировки, и дома лепили один к другому. В целом древнегреческие города были однообразны и походили один на другой. Утром обычно мужчины уходили из дома, одни на работу в мастерской, другие на философские дебаты и возвращались домой к вечеру. Домом занималась женщина, готовила еду, воспитывала детей, шила одежду, ходила за колодезной водой. Одежда была свободного покроя, как мужская, так и женская, состояла из туники и хитона. Кусок материи скреплялся на плечах и подвязывался на талии. Обовью служили сандалии, их делали из кожи, реже из войлока. Известно, что греки любили яркие цвета. Женщины применяли косметику, крема, румяна, помаду, тушь для ресниц. Кремы делали из полезных растений, оливкового масла, молотых кофейных зерен, меда. Тушью для ресниц была сажа, румянами были красные ягоды, пудрой — белая глина. Для изготовления помады использовали совсем неполезные материалы. Это красная глина, хна и, что совсем невероятно, ржавчина. Отсюда делаем вывод, что во все времена женщина ради красоты шла на любые испытания. Кстати, мужчины тоже пользовались косметикой, в частности румянами. На волосы наносили маски, навозом животных боролись с плешью, ухаживали за бородой. Еда древних греков была простой – оливки, сыр, вино, орехи, мед, хлеб, рыба. Мясо ели по праздникам, чаще на столе присутствовали бобовые, горох, чечевица и разные специи – мята, ореган, лавр, чабрец. В приготовлении пищи применяли уксус и соль, десертом являлись сухофрукты, орехи, залитые медом, кунжут с медом. Браки в древней Элладе закреплялись законом, разницей в возрасте было принято считать 13-15 лет. Девушку могли выдать замуж в 12 лет, для этого согласия от нее не требовалось. Никаких прав женщина не имела, от нее требовалось только рождение потомства и уход за мужем. Отец девушки с будущим мужем заключали договор, где описывалось состояние невесты, и в случае развода все возвращалось обратно. В канун свадьбы родители невесты и жениха приносили жертву богам. Обычно это была молодая корова, которую они приносили в храм Артемиды или в храм Афины. В свой дом жених должен был невесту занести на руках. Древняя примета благополучия семейного счастья. Греки вставали рано. После скромного завтрака мужчины уходили по делам, а женщины оставались на своей половине дома, в Гиикее. Афинянки из знатных семей на улицах не показывались. На рынок ходили только простолюдинки и рабыни. Пока дети были маленькими, они воспитывались матерью, но мальчиков в возрасте 7 лет уже перепоручали заботам педагога. Каждый день тот водил детей к учителю, обучавшему их читать, писать, считать и декламировать стихи Гомера. Большое внимание уделялось и гармоничному развитию тела с помощью физических упражнений. Как в городе, так и в деревне жизнь была приятной лишь для состоятельных людей. Дома бедняков, построенные из самана, смеси глины с соломой, бесследно исчезли. Зато при раскопках города Олинфа были обнаружены развалины роскошных жилищ, датируемых IV В. нашей эры. Жилые помещения располагались вокруг квадратного двора. Зал, где для пиршеств собирались мужчины, был обращен онами на север, так было прохладнее. Семейная столовая называлась ойкос. На мужскую половину дома и в гиникею вела лестница.
Рабы размещались просто в чуланах. Улицы Афин были узки и извилисты. Дома тоже были такими тесными, что входные двери открывались прямо на улицу. Прежде чем выйти, необходимо было постучать, чтобы не столкнуться с прохожим. Другие города, в частности, многочисленные греческие колонии в Малой Азии, были построены как бы в шахматном порядке, улицы в них пересекались под прямым углом. Говорят, что такую планировку разработал во времена Перикла Гипподом из Милета для строительства порта Пирей. Если жильцы не вносили вовремя плату за жилье, владелец дома имел право снять у них крышу или дверь. Когда молодой король прибыл в Афины, город, избранный им для своей столицы, там не нашлось ни одного более-менее приличного здания для королевской резиденции. Таковы были последствия кровопролитной, долгой и разрушительной войны за независимость страны. Население Афин составляло в то послевоенное время едва ли больше 12 тысяч жителей. Но самыми страшными последствиями почти 400-летнего турецкого ига и практически беспрерывных военных действий были непоправимые разрушения множества исторических памятников. Справедливости ради надо сказать, что не только турки приложили руку к варварскому уничтожению великой истории древней Эллады. Массовому разграблению подвергалась Греция собирателями и хранителями древностей, англичанами и французами. А до них тут поработали венецианцы и крестоносцы-франки. Немалую роль сыграла и раннехристианская борьба с язычеством, а также набеги южных славян. Да и в античные времена не пощадили Элладу захватнические походы римских легионов диктатора Луция Корнелия Суллы. Но, по счастью, одним из главных исторических достижений золотой эпохи античного классицизма было создание эллинами, помимо материальных памятников, небывалых до того свидетелей духовных, театра, литературы, скульптуры и живописи, благодаря чему мы сегодня можем, сопоставляя результаты археологических раскопок древних городов с художественными бытописаниями жизни их населения, много лучше узнать и понять, как жили в Древней Греции. Историю Древней Греции принято делить на несколько исторических периодов, в каждой из которых жизнь эллинов разительно отличалась от другого более позднего времени. 1. Архаический Крито-Микенский, о котором мы знаем в основном по мифологическим сюжетам, да из двух гениальных поэм великого Гомера. 2. Темное античное средневековье, когда новые завоеватели, дарийцы, хлынули на греческие земли, поделившие культуру древней Эллады на две ветви — ахейскую и дорическую, а историю страны — на две эпохи — архаическую и классическую. Этот переходный период оставил значительно меньше культурных свидетельств, но зато в это время были сохранены и записаны для потомков воспоминания о более древних эпохах, ставшие связующей нитью и подготовившие почву к последовавшему затем стремительному духовному расцвету. 3. К наивысшим материальным, духовным и культурным достижениям классического периода, подготовленным предшествующими законодательными и общественными реформами, Эллада поднялась сразу после побед в греко-персидских войнах. Небывалый подъем национального духа, позволивший одержать победу над сильнейшим противником, стал источником величайшего духовного взлета. Это выразилось в появлении множества художественных произведений, которые стали для нас свидетелями эпохи. Великолепное описание образа жизни, быта, привычек и традиций древних эллинов можно найти во множестве сочинений античных авторов, начиная от Илиады и Одиссеи Гомера или трудов и дней Гесиода до наполненных бытописательными деталями комедии Аристофана, всеохватывающего описания Эллады Павсания или энциклопедического пира мудрецов Афинея. Есть разные мнения, какую дату принять за точку отсчета, которой можно зафиксировать начало наиболее интересного для нас классического периода древней Эллады. Логичнее всего последовать за самими эллинами, которые определили началом своего нового времени дату проведения первых Олимпийских игр, соответствующую в нашем календаре 776 год до нашей эры и ставшую первым объединительным символом Эллады. До этого момента в каждом полисе была своя, порой очень запутанная, система измерения времени. А начиная с этой даты, все они стали повсеместно отмерять время четырехлетними отрезками, называвшимися номером соответствующей Олимпиады. То было время стремительного роста новых городов-государств, колонизации территорий Малой Азии, Апеннинского полуострова и Сицилии, развития торговли и ремесел, совершенствования законодательства и судебной системы, зарождения наук, философии и искусства, переходя от власти царей и тиранов к общенародным, демократическим принципам управления. Культ семейных отношений, достаточно сильный и в современной Греции, в античной, был одним из устоев древнего общества.
Основа этого, конечно же, лежит в родовой общине раннебронзового века. Например, описывая в Илиаде дворец троянского царя Приама, Гомер, рассказывающий о гигантском его размере, перечисляет всех многочисленных родственников, проживавших в этих покоях. Безусловным главой родового клана являлся отец семейства, после которого власть переходила к старшему сыну, причем даже если тот был не рожденным в этой семье, а усыновленным. Власть главы семейства была настолько сильной, что он мог даже принести кого-то из своих детей в жертву богам, если те ее требовали. Такова, например, история Ифигении из той же Илиады. Если глава семейства попадал в нужду, он мог продать своих дочерей, а сына изгнать из дома за непочтительность, что даже было закреплено законодательством. О чувствах молодых при заключении брачного союза никто не спрашивал. Определяющей была цена выкупа, подаренного женихом будущему тестю, а иногда на невесту устраивался настоящий аукцион, а основным мотивом создания семьи было продолжение рода. Считается, что женщина в греческой семье не имела права голоса. Это не совсем так. Она имела свой определенный круг обязанностей по дому, за который отвечала, распоряжаясь рабами, продуктами, запасами и всеми домашними делами. За все остальное отвечал мужчина. Так, в «Одиссее» Телемах, сын Агамемнона, говорит своей матери Пенелопе: «Занимайся, как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем. Наблюдай, чтоб рабы неприлежны в работе были своей. Говорить же не женское дело, а дело мужчины, и ныне мое. Сам у себя я один повелитель, но при этом имущество семьи, особенно земля, не принадлежало единолично ее главе. Оно рассматривалось как общая собственность и, принятое от предыдущего поколения, должно было передаваться потомкам не уменьшенным, а преувеличенным». Понятию же рода придавалось огромное значение. Сегодня многие из нас вряд ли смогут вспомнить своих предков раньше третьего колена. Греки же вели и помнили собственную родословную, исчисляемую порою веками. Многие трагедии античного театра, особенно у Эврипида, начинались с описания родословной героев, и это нисколько не удивляло зрителей. Каждый мог найти среди действующих лиц своего дальнего родственника. Отголоски такой клановости можно найти даже в современном греческом обществе. Свои жилища древние эллины строили из дешевой глины, которой было в избытке в этих местах. Лучшие же строительные материалы посвящались домам богов, храмам, которые вначале строились из довольно дорогого здесь дерева. Но дерево — материал недолговечный, к тому же горючий, а многие проводившиеся в храмах церемоний сопровождались большим количеством открытого огня. Одним из толчков к строительству шедевра классической архитектуры, великолепного комплекса Акрополя, стало сожжение старых деревянных построек на нем, захватившими Афины персами. Поэтому постепенно дерево стало повсеместно заменяться известняком, а затем и мрамором. В свою очередь, массовое строительство храмовых комплексов дало мощный импульс развитию античной архитектуры как искусства. Значение религии в жизни эллинов было огромным. Без совета богов, выраженного в предсказаниях оракулов, не начиналось ни одно важное дело. Показателен полумифический сюжет захвата Пелопоннеса дарийцами, которые по совету оракула ждали, пока не сменится у них 3 поколения, прежде чем начать завоевательный поход, окончившийся, как известно, быстрой победой и образованием государства Спарты. Учитывая, что эти 3 поколения были заняты подготовкой к походу и созданием мощной армии, следует признать мудрость совета оракула.